Второе поколение Renault Clio, его также называли Symbol, а в некоторых странах это был Clio Symbol. Это переднеприводный бюджетный автомобиль, который выпускался с 1999 по 2008. В основном в наших широтах Clio были 5- или 3-дверные хэтчбеки, седан был Symbol. Про кузов скажу, что он хороший, здесь есть оцинковка, так что при сколах краски эти места долго могут оставаться без внимания, и сам металл кузова довольно толстый. В салоне все сделано неплохо, ничего лишнего, ну и все необходимое в удобных местах. Были версии с навигацией и климат-контролем. На задних сиденьях хэтчбека места, конечно, мало, и в багажнике тоже. В седане с этим все получше обстоит. До рестайловой версии до 2001 года передняя панель была похуже, пластик более грубый и такой неприятный на ощупь. Большим отличием рестайлинга была замена дизеля 1.9 на более современный 1.5 DCI и также замена двигателя 1.4 на 16-клапанный. Подвеска здесь простая, сзади обычная балка, в общем-то нечему ломаться, и обычно она требует минимум обслуживания. Тормоза нормальные, без каких-то плюсов и недостатков. В коробке были 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. С механической никаких проблем не заметил и не слышал, чтобы у кого они были. А вот автомат иногда преподносит сюрпризы в виде пинания или какого-то неадекватного переключения. Чаще всего Clio можно встретить с 3 бензиновыми и 2 дизельными двигателями. Стоит отметить, что все двигатели имеют ременной привод ГРМ и чугунные блоки. Это очень хорошо. Начнем с самого маломощного бензинового мотора объемом 1.2. Имеет 16 клапанов и одну катушку зажигания на 4 цилиндра. Здесь необходимо вручную регулировать зазоры клапанов винтами. Конструкция и компоновка элементов двигателя хороша и не вызывает обычно жалоб. Только при попытке произвести капитальный ремонт можно столкнуться с трудным поиском оригинальных комплектов. 1.4 8-клапанный. Это отличный двигатель, и я его считаю самым лучшим бензиновым мотором, который сделала компания Renault. Он дешевый, простой и в то же время более-менее динамичный. Он легко раскручивается и отличается небольшим расходом топлива. Обычно он проезжает 400 тысяч без проблем при нормальном обслуживании, естественно. Здесь используется одна катушка зажигания, также на 4 цилиндра, которая довольно часто выходит из строя, так как она стоит в самом горячем месте и часто она трескается внутри. И необходимо здесь также вручную регулировать зазоры клапанов. Это все минусы этого мотора. 1.4 16-клапанный. Более продвинутая версия с 16 клапанами и гидрокомпенсаторами. Здесь установлены индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра. В основном тоже хороший двигатель, но обслуживание будет его дороже, чем в 8-клапанной версии. Дизель 1.5 DCI. Этот двигатель весьма спорный. У него слабое место – это топливная система. Часто ТНВД может работать исправно и не подавать признаков неисправности, но при этом производить металлическую пыль, которая разносится по всей топливной системе и, естественно, выводит из строя форсунки и оседает в баке. При установке нового насоса и форсунок эта осевшая пыль при заправке снова поднимается, засасывается опять в систему. И так продолжается, пока вы не промоете всю систему. Еще здесь раз примером 120 тысяч необходимо проводить замену вкладышей коленвала. Хотя в регламенте это нигде не указано. Но владельцы, которые этим пренебрегают, очень часто попадают на крупный ремонт с заменой коленвала. В целом это очень хороший двигатель, экономный, резвый и способен проехать до 350 тысяч без ремонтов. 1.9 дизель. Это, можно сказать, легендарный дизель от Renault. Он считается самым долгоживучим в линейке. У хороших хозяев он проезжает по 600 тысяч километров без вскрытия. У него весьма скромные показатели, но и проблем он вызывает минимум при должном обслуживании. Требует только внимания своевременная регулировка зазоров клапанов, которая здесь выполняется с помощью шайб и стаканчиков. И производить ее весьма неудобно, и многие ею пренебрегают. Взамен имея плохой запуск, шум при работе и повышенный расход. В итоге Clio 2 это еще довольно современный авто, как по технической части, так и по внешнему виду, который не требует больших сумм для содержания и обслуживания. Все двигателя и коробки передач, подвеска просты для ремонта и во многих местах берутся за ремонт, несмотря на то, что это француз. Благодарю за просмотр, желаю удачи, до новых встреч!